Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня к нам приехал мотор G4 ANA Kia Sportage 2015 года, вроде как, точно не помню уже. Всем известная проблема задиры. Сейчас будем разбирать, дефектовать, смотреть, что внутри у нас, по состоянию цепи, распредвалов, коленвала. По поршням там уже все известно, как бы по звуку даже было, и понятно, что это задиры. Поэтому приступаем к разборке и одновременно будем показывать, что внутри автомобиля у нас. Что хотел сказать про мотор. Как обычно, запустили в морозы, появился стук. Автомобиль с севера, вроде как Сургута, если мне память не изменяет. Поэтому не думаю, что он сильно много проехал по пробегу. Будем разбирать, шлифовать, растачивать блок в ремонт. В лучшем случае, в худшем, конечно, гильзовать приходится, так как задиры не всегда расточка убирает. Бывают глубокие царапины и полностью не убирает, приходится гильзовать. В данном случае, я думаю, должно быть все хорошо. Надеемся, по крайней мере, на это. И будем смотреть. Так, поддон у нас, что я вижу, переклеен уже. Точно. В данном автомобиле, опять же, такие поменяли комплект цепи ГРМ. Думали, что это брякает цепь. Компенсаторы вроде тоже, точно не помню, но, по-моему, тоже их меняли. Еще один клиент, скажем так, попал на лишние затраты, на лишние запчасти. Просто так не брякают так цепочки. Именно такое сокотание не могут издавать цепочки. У цепочки, когда она вытягивается, идет шелест, но явно не ритмичный стук. Поэтому прежде чем что-то менять, сначала подумайте, нужно ли это вам. То есть не бывает чудес, еще раз говорю, не может быть на этих моторах, чтобы так цепочка брякала. Не верьте никому, это 99% задиры. Поэтому лучше, легче слазить эндоскопом, раз посмотреть, если уж сомневаетесь на крайний случай. И уже после этого принимать решение. Не надо в спешке менять и цепочки, компенсаторы, и натяжители даже просто бывает меняют. Говорят, что натяжители так брякают, но нет, такого быть не может. Так, ну что, приступаем к разборке. Приступили к разборке автомобиля. Кое-как отвернули болт шкива. И вот что мы тут видим. Не попали в шпонку, затянули. То есть мало того, что он криво, мы сейчас его даже молотком не можем сбить. Шкив, так еще и шпонку загнали в коленвал. Видно, да? Видно, я думаю. Вот здесь вот получается у нас с этой стороны плохо фокусируется щель, а с этой стороны плотно прилегает. То есть шкив маленько криво сейчас стоит. Будем сейчас пробовать его съемником стягивать, потому что молотком он не идет. Монтажками тоже пробовали, не идет. Сейчас возьмем съемник трехлапый и будем стягивать его. Приступили к разборке дальнейшей. То есть мало того, что двух болтов не хватало, половина болтов не было затянута на передней крышке. Далее гидронатяжитель. Видите, да? Одно усико обломано. Под корень причем обломано. Натяжитель под замену. Далее. Вот это вот масляные каналы. Что здесь произошло, я не знаю. Чувствуется, коленвал там тоже не есть хорошо. Вот после такого вот герметика. Вот он, масляный канал. Вот здесь осталось там все, а здесь вот оно. Как-то так. Продолжаем разборку дальше, смотреть, что еще обнаружим интересного. Так, ну что, сняли ГБЦ. Тут, в принципе, больше вопросов никаких не было по цепочке. Резьба на всех успокоителях, все везде есть, как бы тут вопросов нет. Теперь по задирам. Вот у нас первый цилиндр, вот четвертый цилиндр. Больше всего одинаково. Что первый, что четвертый, идентичные задиры. Теперь далее смотрим. Второй, третий. Практически нет, только пошли. Поэтому, опять-таки, это к тому, что перегревается именно четвертый, задирает. Да нет, ребята, вот первый, четвертый идентичные задиры, что на первом, что на четвертом. Опять-таки, ваша теория маленечко не работает. Так, ну что, сейчас будем доставать коленвал. Сейчас, на данное время, нас интересует, что с коленвалом у нас происходит после такой сборки герметика в масляные каналы. Что с масляным насосом происходит, тоже будем разбирать, смотреть. Продолжаем разбирать. Разобрали мотор полностью. Так, по задирам еще раз покажем. Первый, второй, третий, четвертый. С этой стороны то же самое.
идентично. Так, видно, да? С обоих сторон подрало. Так, далее, вот что значит вкладыши с тефлонным покрытием. Почему мы их ставим? Идеальные. Просто идеальные. Вот почему они пропали из заказов, все пораскупали. Это что у нас, первый цилиндр, как выглядит красиво. По коренным то же самое, вопросов никаких нет. Коленвал в размере идеально, то есть повезло, вот этот герметик еще не успел отпасть от масляных каналов, от всех от этих вот попасть в систему. Поэтому ничего не досталось ни насосу, ни вкладышам. Поэтому расточка блока, если она выходит, ну, должна вроде выйти по, скажем так, на палец, не сильно глубокие задиры, 0,5 должно выйти. Расточка получается, прокладки, новый натяжитель гидро, потому как этот сломали. Так, ну и все. И почему у нас не был завернутый нижний болт один в поддоне? Да потому что там резьбы не было, вытянута резьба, придется вертыш вставлять и делать резьбу. Поэтому там болта этого не стояло. Здесь, где болтов не было в блоке, они просто не стояли, резьба есть, проверили везде. А на масляном насосе, где поддон приворачивается, там просто-напросто резьбы не было. Так, ну, в принципе, все. Рассказали, показали. Блок на расточку. Заказываем натяжитель цепи НДшный. Ставим, собираем и отправляем обратно. Так, в принципе, ничего страшного в моторе не успело произойти. Еще раз повторюсь, этот весь герметик не успел попасть в мотор. Масло, на мой взгляд, заливали довольно-таки качественное, потому как нигде никаких налетов, отложений нет, меняли вовремя. Но морозы делают свое дело, в любом случае задиры пришли. Устраним их сейчас, и в дальнейшем они больше не появятся. Еще раз повторюсь, зазор увеличивается, и все, никакие форсунки ставить не нужно. Еще раз смотрим. Юбки поршней идеально вымытые. То есть бьет сюда вот эти вот каналы, прорези. Хватает поза глаза. Для чего ставить еще форсунки? Ну, усложнять жизнь мотору, чтобы кольца коксовались как бы. Кстати, в данном моторе кольца, я бы не сказал, что сильно закоксованные, да. Ну, здесь не шевелится. Так, на втором, по-моему, да, вот они. Тут, в принципе, все шевелится, колечки. То есть не залегшие. А вот это вот у нас какой-то четвертый. На четвертом залегли кольца. Ну, в принципе, все. В общем, запчасти мыть, блок на расточку и приступать будем к сборке. Так, ну что, северный мотор у нас готов. Сейчас будем собирать его, перепрессовывать поршневую. По вкладышам, как я говорил, то есть там все в идеале. Абсолютно идеальные вкладыши. Шатуны промеряли. Вкладыши здесь у нас лежат. То есть и дырки в шатунах тоже ровные. Шатуны не вытянутые. Все отлично с ними, проблем нет. Все готово к сборке у нас. Блок отмытый. Запчасти все отмытые. Сейчас перепрессовываем поршневую, подгоняем зазоры на кольцах и будем собирать потихонечку. Приступаем к сборке. Так, ну что, блок собранный у нас. Все как положено, крутится, естественно, от руки. Выставляем первый, четвертый вверх. Все отмыто. Тепловые зазоры от 4 до 5 соток, ну, максимум 4,5 на данном моторе промеряли. Дальше, кольца, естественно, тоже зазоры все выставлены. 3 десятки на данном моторе нужно делать, дабы, скажем так, заново его не задрало моментально, то есть при нагреве кольцам некуда будет деваться, они начинают царапать цилиндры. Тоже сколько раз уже привозили нам после, так скажем, ремонтов моторы задрены по кругу. Это из-за того, что тепловые зазоры на кольцах не выставляют, просто так собирают и все. Бывали такие случаи, даже то, что запустили автомобиль, прогрелся, заглушили, запускать, а он не запускается, мотор заклинил. То есть кольца зажало, и мотор вообще, стартеру не хватало сил проворачивать, и такие случаи были. Поэтому всегда выставляйте тепловые зазоры. Так, ну что, сейчас будем обезжиривать поверхность, устанавливать ГБЦ. По ГБЦ клапана притерты, сальники заменены, она отмыта, то есть готова к установке. Сейчас будем это все дело обезжиривать, класть прокладку новую и начинать протяжку. Так, ну что, протянули ГБЦ. ГБЦ довольно долго протягивали. Прокладки тоже брызгаем на клей, садим все, даже оригинальные, дабы никаких эксцессов не случалось. По ГРМу клиент менял ГРМ, то есть поэтому оставили старый. Все в метках. Тут тоже метка. Натяжитель решили оставить старый, то есть вот это усико одно обломанное, посмотрел, разобрали его, там в принципе ничего такого нет, ничего не нарушено. Поэтому из одного усика ставить новый натяжитель не
не стали, в общем, оставили его старый, выполняет свою функцию он хорошо. Так, ну что, сейчас ставим переднюю крышку и крышку клапанов. Продолжаем. Так, ну что, мотор у нас собран, готов к отправке, шкив затянут. Затянули почему? Потому что сзади можно держать, фиксировать, чтобы не было проворачивания коленвала, дабы не проскочила цепочка, ну и плюс натяжитель стоит с фиксатором. Так, что хотела сказать по мотору. Заливать надо качественное масло, качественный бензин и прогревать хорошо зимой. И все будет хорошо с мотором, то есть будет ходить и ходить. В цилиндрах сейчас 4 сотки зазора, то есть комплект цепи новый стоит, головка сделана, поэтому вопросов никаких нет. Вкладыши сразу стояли трехслойные с тефлоном, поэтому тоже вопросов никаких нет. Мотор будет ходить, поэтому что сказать-то? В принципе все. Отправляем мотор на север. На этом будем заканчивать серию нашу. Данный ремонт вышел клиенту в 55 тысяч рублей. Это полностью запчасти и работа, и росточки. Как-то так. В принципе, сказали все. Будем заканчивать. До новых встреч. До свидания.